Всем привет, меня зовут Иван Хак, и я расскажу вам, почему все эти холдеры, ARM-холдеры — это зло для работы. Не потому что это неудобно и потому что я этим не пользуюсь, а почему они вам могут испортить реальный результат и почему на них не надо основывать свою работу как оборудование. Если посмотреть на европейскую, американскую сцену, то чаще вы увидите профессионалов, работающих либо стоя вообще и поднимая кушетку на максимальную высоту, либо увидите комбинацию кушетки и холдера. Есть такой основной момент, который я для себя понял касательно холдера, то что, кладя руку на холдер, уже мы получаем искажение. То есть, и в принципе, если говорить про орнаментальную татуировку, которая имеет много симметрий, много направляющих, то вот эти искажения, они недопустимы. Если делаешь фрихенд и кладешь на холдер, то ты вообще ничего не можешь понять. Там все так натянется, что будет казаться, что линии неровно идут, и то есть верить этому невозможно. Для этого, когда я рисую и когда я татуирую, я стараюсь, чтобы человек лежал в статическом положении. То есть он лежал на кушетке, вытянув, вот если говорить про работу там, на руке или ноге, вытянув область тела, часть тела, таким образом, чтобы она лежала. То есть, например, человек лежит, у него рука тоже лежит. Соответственно, вот все линии, которые вы там параллельные или еще какие-то нанесли, они все будут в нужном месте, в нужном положении, и это будет реальный результат, а не натянутый барабан. Плюс кушеток в том, что когда татуируешь на холдере, висят локти. Висящие локти для новичка — это огромная проблема, так как тату-машинка тяжелая, вибрирует, то есть много моментов, много сразу возможных погрешностей, которые будет давать локоть, плечо, плюс кисть. То есть все плохо. Для того, чтобы было все грамотно, надо желательно, чтобы локти не висели, и чтобы движения контура, они проводились кистью, но от плеча, то есть от локтя, от плеча каким-то образом, но не самой кистью, чтобы кисть вот так вот не была подвижна. То есть поставили и ведете. И так, чтобы локти не висели. И тогда будет все стабильно. Движения будут в 2 раза более стабильные и более четкие. То есть, поэтому лучше всего кушетка, нужная высота, либо будем работать стоя, либо будем работать сидя, то есть или я меняю постоянно высоту. И использование холдера только в том случае, когда рука у человека затекает или, в общем, это как бы просто подручный инструмент, но не самостоятельный. То есть я, бывает, использую чисто холдер в комбинации со стулом, когда я делаю вверх плеча. Тогда это допустимо, но желательно и разметку, или контур начальный делать или наметки именно на кушетке. Потому что тогда вы не получите искажения и будет реально честный результат, то есть без всяких проблем. Кушетка — это самое лучшее, что есть. Вообще, если говорить о правильной технике, то правильная техника контура заключается в том, что мы проводим линии либо слева направо, таким образом ведя под углом, либо сверху вниз, ведя соответственным образом вот так вот. То есть, проводя линии, я веду всегда линию за собой. Или в некоторых моментах, если используются какие-то спиральные элементы или какие-то такие вещи, то есть я могу, в принципе, поставить перпендикулярно, хорошо натянуть кожу и какие-то тонкие участки или какие-то тонкие детали сделать именно перпендикулярно. Вот включаю машинку, это ротор, плюс у нас сейчас нарисовано фломастерами несколько направляющих, то есть нам надо сейчас создать границы к работе. Когда я делаю наметки, я стараюсь делать не так, как сильно правильно, а либо перпендикулярно, либо вперед, для того, чтобы видеть рисунок.
Когда он уже зафиксирован на коже, то уже можно заморачиваться с углами и уже делать финальные линии нужного размера. Бока вот либо перпендикулярно, либо вот прям какой-то минимальный угол, даже вот который вперед идущий. Вот как можно видеть, то я сейчас сильно не заморачиваюсь с натяжением кожи, потому что, натягивая кожу, мы сразу добавляем искажение в некоторые участки, ну, что нам абсолютно не нужно, особенно для каких-то правильных форм или для длинных линий. Где кожа какая-то неудобная вообще, и кажется, что она плохо прокалывается, ну, вот лучше вот под углом вести, вот так вот, сверху вниз. Всегда все проколется и не будет никаких проблем. Или вот так, слева направо. В процессе работы, то есть не обязательно вот тянуть вот так вот двумя пальцами. То есть я часто тяну именно вот этой областью ладони, нажимая чуть-чуть вниз и, может быть, оттягивая вот другой рукой тоже вот нижней частью ладони, где-то помогая пальцами. То есть не только пальцы участвуют, а как бы вообще все. Плюс можно чуть-чуть, если мы стоим, можно навалиться и весом собственного тела тоже создавать натяжение. То есть вот этими областями, плюс немножко своего собственного веса. Если мы линию ведем и прорываем, то желательно это делать вот аккуратно так, чтобы вот я закончил линию и не останавливаться в момент, когда вот она останавливается. То есть вот ее плавно-плавно выводить. То есть вот таким движением мягким. То есть вот я, например, сейчас покажу. Можно в один проход. Вот я поставил. Вот когда я продолжаю линию от этой точки, я это не делаю прям втыкая в эту точку и проводя дальше. Я заранее прицеливаюсь, веду вдоль линии машинку, могу еще не погружать. И постепенно ведя, я ее начинаю погружать. И как бы плавно вхожу и продолжаю предыдущую линию. Вот могу сейчас остановиться. Вот тоже так плавно вышел. И также аккуратно подвожу и вхожу обратно. Поднимая вопрос техники нанесения линий на коже и возможности возникновения подплывов и каких-то негативных моментов, надо сразу сказать о нескольких вещах. Это о мощности, о глубине и о вот соотношении вот этих всех вещей, о скорости проведения линий. То есть чем больше мы вольтаж навалим, чем больше количество проколов совершит машинка за единицу времени. Соответственно, при высоких вольтажах надо двигать руками довольно быстро. Если говорить о деликатных участках кожи, где натяжение кожи относительно костей, относительно мышц очень плотное, и мы не имеем там большой жировой прослойки или еще чего-то, то я советую работать на пониженных вольтажах. То есть это может быть чуть медленнее, чуть как бы не так продуктивно, как, может быть, хотелось бы, но зато не будет вдутия краски, будет все аккуратно. И в этих местах не обязательно использовать также углы, как обычно. То есть, может быть, где-то можно работать перпендикулярно. Как бы я везде держу углы, но чувствуя, что участок кожи какой-то совсем супер проблематичный, и при этом, когда я к нему еще не могу как-то адекватно подлезть, я тогда контурю некоторые участки перпендикулярно. В процессе нанесения контура могут возникать проблемы на тех участках кожи, где кожа не совсем в тонусе. То есть обычно у людей, если говорить о руках, как бы руки как одна из самых распространенных частей тела для татуирования, то существуют, возможно, проблемы на сгибе,
на внутреннем локтевом сгибе, на внутренней стороне бицепса. То есть чем человек меньше занимается физкультурой, там, или это, возможно, он плохо питается, или могут тоже много факторов влиять. То есть кожа в этих местах не в тонусе и больше подвержена подплывам, потекам. То есть может появляться такая синька, как бы, или по капиллярной сетке тоже линии начинают растекаться. Для того, чтобы от этого максимально уйти, опять же, используем углы, соблюдаем все наши темы с углами и соблюдаем тему с вольтажом. То есть вольтаж на этих участках должен быть меньше, чем мы думаем или чем мы обычно используем, для того, чтобы не закачать избыточное количество краски. Лучше это место мы вернемся к нему, может быть, во время коррекции слегка, но не перетопим. То есть, потому что вот эту краску, которая будет в избытке или пойдет по капиллярной сетке, ее кроме как лазером, то есть убрать будет невозможно. То есть надо соблюдать аккуратность. Здесь татуировку надо все равно воспринимать не только как шоу, то что вот я так могу провести супер линию. Да можно офигенно линию провести и быстро, но результат по заживлению, то есть надо смотреть заживший результат. А чтобы, когда ты уже будешь понимать, будет уже ответственность возникать. И не будет вот этих вот моментов, когда полный панк-рок. Ну и возьмем участок кожи, где возможны как раз проблемы. Вот, допустим, вот эту зону. Вот, допустим, сейчас я контурил 6,2 вольта. Вот, контурил на запястье. Здесь можно попробовать, в принципе, еще скинуть. То есть всегда вы можете добавить, можно попробовать вот начать с этого вольтажа, а там посмотрим, как оно пойдет. Натянули. Вот опять же человек у нас лежит. В этой области на подставке будет очень сильно искажаться. Влево, вправо будет непонятно. Натянули кусочек. И сейчас проводим. И будем смотреть, достаточно ли этого вольтажа или нет. Ну, вот, вроде нормально прокалывается. То есть хорошее натяжение кожи, работа на кушетке. Вот я добавил чуть вольтаж, можно посмотреть, что линия стала чуть тоньше. Глубина проникновения немножко другая, но для того, чтобы вот все-таки оптимально чуть сниженный вольтаж, даже относительно той области, где мы до этого работали, можно аккуратно еще раз провести, не глубоко, поднасытить чуть кожи. Здесь как-то сильно нажимать или форсировать не стоит. То есть в этих областях надо работать деликатно. Аккуратное погружение, не слишком глубоко. Скорость тоже не какая-то сверхнереально высокая, но зато нормальный результат. Без потеков, без расхождения пигмента по капиллярам. Я поэтому в начале говорил о том, что я не люблю иголки маленьких калибров. Пятерки, семерки и тому подобные, они все как лезвие. Они кожу разрезают и могут доставить избыточное количество пигмента. Вот сейчас вот тоже вот момент, вот здесь вот участок, здесь все окей, здесь переходит уже в такую более дряблую кожу, вот место сгиба. Здесь желательно либо вот руку, чтобы отвести чуть-чуть в сторону на некотором участке, и скорее всего вот я проведу вот так вот до сюда, а здесь чуть скинуть вольтаж надо, чтобы все окей прошло. Вот мы начинаем сначала в таком положении. Натянули.
используем снова ладони, где-то вес тела. Мне нравится работать стоя, как бы не целый день как бы хотелось бы стоять, иногда тоже с ума сходишь от этого, но это удобно, потому что с помощью веса тела можно создать самое-самое офигенное и оптимальное натяжение. Подводя итоги сказанному ранее, могу еще раз повторить самые важные аспекты для того, чтобы линии получались хорошие, чтобы не было потека. Если кожа не прокалывается на том вольтаже, который вы привыкли обычно, попробуйте вместо того, чтобы его навалить, попробуйте скинуть. В каких-то мясистых участках можно вот этот вот вылет, который мы выставляли в нерабочем режиме у машинки, можно чуть-чуть иголочку достать, например, контуря ягодицы или контуря еще какие-то области, которые достаточно тяжело прокалываются или имеют много мяса и жирка, то можно иголку еще достать. Плюс натяжение. То есть локти, чтобы не висели, можно использовать тыльные стороны ладони. Для натяжения можно использовать вес собственного тела, и будет все супер.